Здравствуйте, дорогие девчонки! У вас наверняка есть более внушительный список того, чего приличная девушка не должна делать. Тот самый, который вам когда-то вручили мама и бабушка. Так вот, пришло время выбросить его, он больше не актуален. Современная приличная девушка никогда не должна делать следующее. Осуждать чужую внешность. Вы должны понимать, что у вас нет никакого права дискриминировать людей по внешним признакам. Даже если вы сами себя оправдываете, прикрываясь ложной заботой о благополучии человека. Вас не касается чужой вес, и не нужно лицемерно сокрушаться о проблемах чужой сердечно-сосудистой системы или суставов. Человек сам разберется, что ему делать со своим телом, со своим здоровьем и со своей внешностью. И если человек выкладывает фотографию своего тела в сеть, он вовсе не должен быть готов к завуалированным оскорблениям, которые от чего-то называются критикой. Женщина с отросшими корнями волос не ухаживает за своими волосами, а не за вашими. Вас никто не спрашивал, кажется ли вам это красивым. Чужое тело не ваше дело. Вы также не должны оценивать чужие переживания. «Ой, да ладно тебе, у меня хуже было. Нашла из-за чего переживать, тоже мне. Некоторым есть нечего, а ты из-за такой ерунды ноешь». Говорили ли вы что-нибудь подобное кому-нибудь? Если да, вы обесценивали чужие переживания. Мы понимаем, что у нас с культурой сочувствия дело пока обстоят не лучшим образом. Нас не учили сопереживать, мы не знаем, как правильно выразить поддержку. А советы из психологической литературы кажутся нам неэффективными. Но мы, правда, до сих пор не научились говорить: «Мне очень жаль, что с тобой такое произошло». Подобные фразы кажутся нам искусственными. Но учиться никогда не поздно, это во-первых. А во-вторых, часто достаточно просто не считать чужие проблемы ничего не значащей ерундой, и это уже будет серьезной поддержкой. Не нужно причинять добро. Если вы хотите кому-то помочь, прежде всего вспомните о том, что помогать нужно по запросу, а без запроса не нужно. Не нужно никому причинять добро и наносить пользу без прямой просьбы, потому что этим вы только навредите. Ни в коем случае не стоит обсуждать чужую репродуктивную систему. Никогда этого не делайте, это табу. Если у кого-то из ваших знакомых нет детей, вас это не касается, и не нужно задавать вопросы на эту тему, потому что, возможно, эти люди вообще не хотят детей, а может быть, они хотят иметь детей, но не могут, и ваши вопросы просто причинят им боль. Не нужно спрашивать у молодой матери, когда она планирует рожать второго ребенка. И, наконец, никогда и ни у кого не спрашивайте, о чем они думали, когда решались рожать в такой ситуации. Не забывайте, что вы вправе распоряжаться только исключительно собственным здоровьем, не чужим. Вас не должны касаться чужие беременности, чужие аборты, аспекты предохранения и планирования семьи. Это личное. Вас никто и никогда не приглашал в свою постель, и врываться туда недопустимо. Никогда не нужно обвинять жертву. А о чем она думала, когда делала это? Или сама виновата? Это самые ужасные фразы, которые вы вообще можете произнести. Обвинять жертву значит поддерживать преступника. Всегда. Нельзя сказать: да, преступник виноват, но... Ведь не получится сразу сесть на два стула. Если вы обвиняете жертву, вы поддерживаете преступника. Здесь или, третьего не дано. Не нужно критиковать. Критика, как и помощь, должна выдаваться по запросу. Если подруга спрашивает вас, как тебе ее новая прическа или платье, смело критикуйте. Если друг присылает тебе статью, просит прочитать и высказать мнение, смело критикуйте. А если эти же люди хвастаются новой стрижкой, новым платьем или статьей в соцсетях, не нужно критиковать. Никто вас об этом не просил. И, наконец, не нужно на каждом углу трубить, что вы приличная девушка, что вы не такая, что с вами такого не случится, потому что вы умная, дальновидная, осторожная, практичная и так далее. Красоваться на фоне тех, кто пусть даже на самом деле в чем-то хуже вас, так себе идея, верно? Вот и все, друзья. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Если понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео с полезными советами и увлекательными тестами. Всего всем доброго!